Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по удивительным книжным хранилищам. Мы посмотрим самые необычные библиотеки. Здесь вы найдете библиотеки, построенные в футуристическом и готическом стиле, старинные здания, которые стоят несколько веков, и неординарные творения современных архитекторов. Готовы ли вы узнать о библиотеках, куда приходят не просто почитать, но и послушать аудиокниги, а также увидеть старинные картины, древние экземпляры книг и средневековые рукописи? Приготовьтесь к удивительным открытиям и захватывающим приключениям, ведь сегодня мы погрузимся в мир литературных чудес. Давайте отправимся вместе в это увлекательное путешествие и откроем для себя самые ценные библиотеки мира. Центральная библиотека Сиэтла. Футуристическая 11-этажная библиотека, сооруженная из стекла и из стали в центре Сиэтла в США, принимает гостей с 23 мая 2004 года. Обтянутое ромбовидной решеткой и облицованное зеркальным стеклом здание выглядит как угловатый сетчатый монстр или неаккуратное оригами. Площадь библиотеки составляет 34 тысячи квадратных метров. Здесь разместилось около 1,5 миллиона книг и других материалов. Также здесь есть подземная общественная парковка на 143 машины и более 400 компьютеров, доступных для населения. Каждый год это просторное пространство для чтения посещает до 2 миллионов человек. Не только любителей чтения, но и туристов. Библиотека Гейзеля. Эта невероятная библиотека тоже находится в США и заслуживает вашего внимания, не меньше, чем предыдущая. Библиотека Гейзеля была открыта в 1970 году в Сан-Диего при Калифорнийском университете и была названа в честь писателя и мецената Теодора Сьюза Гейзеля. Здание библиотеки представляет собой смешение двух популярных в то время стилей – брутализма и футуризма, выраженных в бетонной массивности с невероятным ощущением подвешенности. Конструкция выполнена из стекла и бетона в виде шестиэтажной пирамиды, размещенной на двухэтажной платформе. Эффект левитации усиливают цветные стекла, позволяющие сооружению сливаться с небом. У входа в здание примечательная цветная инсталляция «Читай, пиши, думай, мечтай», которая словно готовит посетителей к пути по бесконечному древу знаний. Библиотека имени Сандро Пенни. О нет, в Италии НЛО не приземлялось. Это всего лишь публичная библиотека, выполненная в форме летающей тарелки с розовыми прозрачными стенами. Она была открыта в 2004 году в городе Перуджа, родном городе известного итальянского поэта Сандро Пенни. Футуристический интерьер, грамотное смешение естественного и искусственного освещения, звуковая изоляция читальных залов, круглосуточная работа библиотеки – все это притягивает читателей всех возрастов, а свет, который проникает через большое розовое стекло, создает расслабляющую атмосферу, способствующую концентрации. Библиотека Тринити Колледж. Если будете в Дублине, обязательно добавьте эту библиотеку в список для посещения. Красивейшая старинная библиотека Ирландии расположена на территории университета Тринити Колледж. Она занимает 5 больших зданий, 4 из которых расположены на территории университетского кампуса и еще одно рядом с госпиталем Святого Иоанна. Библиотека основана очень давно, ее первое здание было построено в 1732 году. Главный зал библиотеки имеет длину 65 метров, а в высоту он занимает 2 яруса. Охраняемый скульптурами и весь покрытый старинным деревом зал открыт для посещения туристов. Сегодня в фондах библиотеки содержится около 4 миллионов книг, а полки, на которых хранятся наиболее ценные и древние книги, защищены железными решетками и дверцами. Австрийская национальная библиотека. Крупнейшая библиотека в Австрии расположена в Венском дворце Хофбург. Только посмотрите на парадный зал. Он имеет 50 метров длины и богато украшен колоннами, дубовыми резными книжными шкафами, статуями, фресками, глобусами и увенчан огромным куполом. Этот зал по праву считается одним из красивейших библиотечных залов мира. Сооружение в стиле барокко было возведено по приказу императора Карла VI для его дворцовой библиотеки в XVIII веке. Коллекцию книг, которые сегодня можно увидеть в Австрийской национальной библиотеке, начал собирать еще герцог Альбрехт III в XIV веке. Сегодня библиотека вмещает около 200 тысяч книг, изданных в период с 1501 по 1850 год.
Национальная библиотека Франции. Это одно из крупнейших книгохранилищ в мире, которое находится в Париже. Значительная часть фондов библиотеки когда-то была частью личных собраний французских королей. Наиболее древние экземпляры, представленные в Национальной библиотеке Франции, это рукописи, датирующиеся поздним Средневековьем. Библиотеке принадлежит несколько зданий как в самой столице, так и за ее пределами. Основное библиотечное хранилище находится на левом берегу Сены в 13-м округе Парижа и носит имя Франсуа Миттерана, бывшего президента страны. Комплекс был открыт в 1996 году. Он включает в себя 4 башни, сооруженные в виде открытых книг. Очень символично. Городская библиотека Штутгарта. Это не просто одна из многочисленных библиотек, а, пожалуй, самая красивая современная постройка в Штутгарте и одна из лучших библиотек в Германии. Здание библиотеки, возведенное в 2011 году, представляет собой огромный монолитный куб, похожий на всеми известный кубик Рубика. Кроме 9 надземных этажей, здание имеет 2 подземных. Каждый этаж в библиотеке посвящен определенной теме, например, музыке или детской литературе и детям. Здесь нет академических читальных залов со скрипучими стульями. Все функционально, удобно и абсолютно современно. Внутри нас ждут не только книги, но и альбомы, диски и огромное количество мест для чтения, прослушивания музыки и работы в интернете. Библиотека Абердинского университета. Это еще одно современное сооружение, которое разобьет вдребезги ваши стереотипы о библиотеках. Библиотека Абердинского университета была официально открыта королевой Елизаветой II в 2012 году. Она находится в Шотландии и представляет собой ультрасовременную учебную среду, в которой новейшие образовательные технологии сочетаются с впечатляющей коллекцией примерно 250 000 книг, архивных документов и манускриптов. Чтобы как можно дальше отдалиться от атмосферы мертвой тишины, царящей в большинстве библиотек, первый этаж здания спроектировали по аналогии с торговым центром, с панорамным остеклением, визуально соединяющим внутреннее пространство с улицей и сквозными проходами. А снаружи библиотека представляет собой 8-этажный куб, облицованный зубчатыми полосами белого и прозрачного стекла, напоминающими зебру. Бодлианская библиотека. Одна из старейших библиотек Европы расположилась в центре Оксфорда. Она занимает несколько исторических зданий готического и романского стиля, образующих отдельный библиотечный городок. В общей сложности здесь находится около 11 миллионов единиц хранения. Это более 200 километров книжных полок. Большая часть редких и редких экземпляров размещена на цифровых носителях. История Бодлианской библиотеки начинается с далекого XIV века, когда епископ Вустера Томас Коббем создал библиотеку в Оксфордской университетской церкви Святой Марии. При первых Тюдорах библиотека обнищала, но в 1602 году Томас Бодли не только восстановил ее, но и помог занять новые помещения. И если вы не знали, то именно Бодлианская библиотека стала съемочной площадкой легендарного Гарри Поттера. Библиотека Жуанина. Одна из самых богатых библиотек в стиле барокко в Европе была построена между 1717 и 1728 годами в Португалии на вершине исторического центра Коимбрского университета. Библиотека Жуанина имеет статус национального памятника и обладает неоценимой исторической ценностью. Первые книги были сюда завезены в 1750 году, а сегодня здесь уже хранится около 200 тысяч томов. Здание библиотеки имеет 3 этажа и форму параллелепипеда. Сооружение отличается толстыми стенами, массивными окнами и тяжелыми входными дверьми с национальным гербом на них. Вход в здание с 2 сторон украшают колонны. Внутреннее убранство библиотеки вполне может конкурировать с королевскими дворцами европейских империй. Обилие позолоченных деталей, декоративные арки, расписные потолки поражают посетителей с первого взгляда. Библиотека Марчиана.
Теперь перенесемся в Италию и посмотрим одно из самых зрелищных зданий эпохи Возрождения в Венеции. Библиотека Марчиана была построена в первой половине XVI века и названа в честь святого евангелиста Марка, покровителя города. Внешний облик двухэтажного сооружения обращает на себя внимание изящными колоннами, арками и большими арочными окнами. Внутреннее убранство сочетает в себе роскошь и элегантность, где можно увидеть картины выдающихся венецианских мастеров. Но начало библиотеки положил один из самых влиятельных научных и церковно-политических деятелей XV века – кардинал Виссарион Никейский. В 1469 году он подарил Венеции более 250 печатных работ и рукописей, а также 750 литературных трудов. Сегодня собрание библиотеки насчитывает около 13 тысяч рукописей, 2883 первопечатные книги и 24 055 книг XVI века. Библиотека Клементинум. Библиотека Клементинум – большой историко-архитектурный комплекс зданий в стиле барокко, который строился в период с XVI по XVIII век как иезуитский коллегиум. Он расположен в столице Чехии Праге в квартале Старое Место. Начиная с XI века на месте Клементинума существовала часовня святого Климента. В XVII веке иезуиты перенесли библиотеку Карлова университета в Клементинум. После расформирования ордена иезуитов в XVIII веке указом Марии Терезии коллегиум был преобразован в образовательно-библиотечный центр. С тех пор в Клементинуме находятся фонды Национальной библиотеки. Сегодня Клементинум является национальным достоянием Чехии и памятником культуры и архитектуры мирового значения. Помещения библиотеки сохранили вид со времен постройки. Расписные фрески с сюжетами, стеллажи с тысячами редких и ценных книг, портреты известных деятелей иезуитского ордена, огромные деревянные глобусы – все то вы увидите внутри. Самые необычные библиотеки мира уже давно стали не только гаванями великих знаний, но и яркими, красивыми достопримечательностями, куда стремится заглянуть каждый путешественник. А вам выпадала когда-нибудь возможность посетить необычную библиотеку? Хотели бы вы попасть в одно из этих фантастических книжных хранилищ из нашего видео? Делитесь с нами в комментариях.